Стая гиен окружила одинокого львенка, предвкушая легкую добычу. Но вы только посмотрите, кто пришел ему на помощь. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Жаркое индийское солнце безжалостно палило сквозь кроны деревьев, разливаясь золотыми потоками света по густым джунглям. Влажный воздух дрожал, и казалось, что сама природа дышала. Между лианами мерцали миражи, идущие среди трав. Силуэты львов казались призрачными. Среди них, под защитой могучего прайда, шагал маленький львенок по имени Арджун. Он только недавно научился уверенно держаться на лапах и теперь с любопытством исследовал окружающий мир. Львы неспешно двигались по знакомому маршруту, от одного водоема к другому, пробираясь сквозь заросли бамбука и высокую траву. Они были осторожны, прислушивались к каждому звуку, улавливали малейшие колебания земли. Вела группу старая львица Савитри, опытная охотница с телом, отмеченным множеством старых шрамов. Она шла с чувством глубокой ответственности за каждого члена семьи. Рядом с Арджуном двигалась его мать, Амара. Молодая, но уже опытная самка, она то и дело ласково касалась сына языком, словно напоминая «я рядом». Но любопытство малыша было сильнее всего. Пока взрослые сосредоточились на выкапывании сочных корней тикового дерева, Арджун заметил яркую бабочку, порхающую в солнечном луче, и не удержался, побежал за ней. Сначала он лишь немного отошел в сторону, потом увлекся и оказался все дальше от прайда. Ему не было страшно. Все вокруг казалось невероятно интересным. Щебетание птиц, крики макак, стрекот цикад, вспархивающие павлины. Арджун играл, хватал лапами траву, срывал листья и разбрасывал их, хлопал ушами, пугая кузнечиков. Он веселился, как может веселиться только дитя, не зная, что рядом таится опасность. Тем временем в прайде начало нарастать беспокойство. Амара подняла голову, огляделась и протяжно позвала сына. Ответа не последовало. Она позвала снова, громче и настойчивее. Другие львицы насторожились. Савитри подошла ближе, прижала уши и втянула воздух, улавливая запахи. В воздухе повисла тревога. Арджун же оказался в незнакомой части джунглей. Трава становилась выше, тени редели. Звуки вокруг стихли, даже насекомые умолкли. Львенок остановился, настороженно поднял голову. Его слабые, но настоящие инстинкты подсказывали, нужно быть осторожным. И тут он заметил движение. Из-за зарослей, как тени, начали появляться хищники. Это были гиены, редкие, но опасные обитатели этих мест. Их оказалось целых 8 взрослых особей. Они двигались рывками, сбиваясь в хаотичный круг, то приближаясь, то отскакивая. Их глаза сияли желтым огнем, а пасти оскалились в зловещем смехе. Они уже предвкушали легкую добычу. Арджун замер. Страх пробрался в его сердце, но не парализовал его. В памяти всплыли сцены, когда взрослые львы принимали боевую стойку и грозно рычали, защищая друг друга. Он попытался сделать то же самое. Поднял голову, расправил уши, начал громко хлопать ими и издавать тревожный хриплый звук. Его маленький хвост дрожал, но он поднял его вверх и размахивал из стороны в сторону. Первая гиена приблизилась, пригибаясь к земле. Она метнулась вперед, но в тот момент Арджун резко ударил лапой, подняв облако пыли, и громко взвизгнул. Гиена остановилась. Обычно детеныши не сопротивлялись, но этот малыш вел себя иначе. Тем временем Амара мчалась сквозь джунгли, слыша зов сына. Она звала, и ее рык перекрывал все другие звуки. Каждый ее шаг звучал, как удар барабана. Земля дрожала под ее ногами. За ней настороженно и молчаливо двигался весь прайд. Они чувствовали неладное. Гиены начали наступать плотнее. Одна из них бросилась вперед и когтями оцарапала бок Арджуна. Львенок взвизгнул. Пронзительно, отчаянно. Он отступил на шаг, но тут же выпрямился и попытался ударить лапой. Хищница отпрянула. Этот крик услышала Амара. Она узнала его. Зов своего детеныша. Невозможно было спутать. Ее ответный рык был мощным, пронзительным, сотрясающим воздух. Она неслась, будто сама земля отодвигалась перед ней. Через мгновение Амара ворвалась в круг гиен. С ревом, не сбавляя скорости, она бросилась на врагов. Те отскочили, испугавшись ярости матери, но не ушли. Они кружили, выискивая слабости,
издавая свой нервный, хохочущий смех. Арджун прижался к ее лапе, дрожа, но не сдаваясь. Он уже знал, что значит бороться. И тут появился новый гул. Земля затряслась сильнее. Из-за холма одно за другим показались массивные силуэты. Это шел весь прайд. Старые самцы, подростки, львицы с детенышами. Их глаза горели решимостью. Они выстроились полукругом, создавая живой барьер между гиенами и малышом. Некоторые рычали и били лапами по земле. Савитри вышла вперед. Ее взгляд был суров, а движение медленное и угрожающее. Гиены колебались, но голод гнал их вперед. Они делали ложные выпады, но уже не с прежней уверенностью. И именно в этот момент послышался новый звук — гул моторов. Из-за деревьев выехали джипы рейнджеров национального парка. Люди в выцветшей форме осторожно остановили машины. Они знали, среди львов нельзя делать резких движений. Моторы были заглушены. Один из рейнджеров, опытный ветеринар доктор Раджив, взял рацию, коротко связался с базой, а затем медленно вышел. Его лицо было спокойным, он не раз сталкивался с подобным. Львы узнали запах людей. Это был знакомый, невраждебный запах. Савитри не препятствовала, когда Раджив подошел к Арджуну. Малыш дрожал, но не сопротивлялся. Ветеринар быстро обработал рану, наложил повязку и ввел антибиотик. Когда джипы уехали, Прайд еще долго оставался на месте. Только когда солнце стало клониться к горизонту и небо окрасилось в багровый цвет, Савитри повела семью дальше. Арджун, прихрамывая, но с гордо поднятой головой, шагал рядом с матерью. В тот день индийская природа показала, что даже самый маленький представитель великого рода способен проявить невероятную стойкость. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.